Многие туристы, собирающиеся побывать в Антарктике, мечтают пересечь Южный полярный круг. Эту воображаемую линию на поверхности нашей планеты, за которой бывает настоящий полярный день, когда все 24 часа солнце не уходит за горизонт. Первый шаг к осуществлению этой мечты начинается в аргентинском городке Ушуайя, который считается самым южным городом на Земле. Здесь происходит посадка на суда, отправляющиеся к Антарктике. Кстати, замечу, что согласно международному договору, Антарктикой считается участок земной поверхности к югу от 60 градуса южной широты. За 2000 лет до открытия Антарктиды древние географы эллинистического мира пришли к убеждению, что на крайнем юге есть неведомая южная земля, которую они называли Антарктикой, в противовес уже известной им Арктике. Чтобы добраться на судне до Антарктики, надо пересечь пролив Дрейка. Этот пролив славится своими штормами. Во времена парусного флота моряки, прошедшие пролив Дрейка, носили в ухе серьгу, как знак перенесенных испытаний и большого везения. В наше время туристические суда регулярно бороздят знаменитый пролив. У меня обоих ушей не хватит, даже для очень маленьких сережек, если за каждый раз вешать по одной. Хотя, надо сказать, бывают ситуации, когда приходится переждать плохую погоду где-нибудь в укромной бухте. А кто недооценил силу природы, может и поплатиться за свою самоуверенность. Такие ситуации случаются и в наше время. Но вот пролив Дрейка позади, и на горизонте появляются айсберги и земля. Но если вы думаете, что достичь желанной воображаемой линии уже ничего не мешает, то вполне возможно, что это не так. Бывает, что путь судну преграждает еще не растаявший лед после холодной зимы. А если зима была теплой, то льды могут быть пригнаны ветрами из других мест. Короче, необходим еще элемент везения и решимость капитана пойти на риск, чтобы в сложной ледовой обстановке пересечь таки заветную линию. Итак, все тревоги позади. Капитан привел свой корабль к Южному полярному кругу, и лидер экспедиции приглашает всех на церемонию пересечения заветной черты. Вот популярный американский телеведущий, помню, что его зовут Тони, приветствует своих фанатов из-за полярного круга. А я хочу напомнить своим зрителям, что впервые европейские путешественники пересекли Южный полярный круг 17 января 1773 года. И было это между 11 часами утра и полуднем. Британский корабль Resolution под управлением знаменитого Джеймса Кука пересек Южный полярный круг в современном море космонавтов. Ну, раз уж мы попали за полярный круг, то почему бы не организовать небольшую прогулку на зодиаках? Тем более, что рядом появились киты-горбачи. Ну и наконец, чтобы это событие сделалось совсем незабываемым, почему бы не окунуться в настоящую заполярную воду
и почувствовать ее обжигающее объятие на своей коже. Поверьте, эти ощущения ни с чем не сравнить, ведь температура морской воды в бассейне близка к нулю. Прыгаешь в воду, а через несколько секунд выскакиваешь как ошпаренный и быстренько в сауну погреться. Вот как-то так выглядит это знаменательное в жизни туриста событие. Чувство гордости переполняет ищущую приключений душу. И я там был, и с китами встречался, и в воде плескался за южным полярным кругом. А впереди еще столько интересного. Ведь обычно пересечение полярного круга стоит первым в графике путешествия к Антарктиде.